Минимальная сборка на карпа предлагается, да, на который можно ловить, начиная от Комаринки и заканчивая озером Янтарным. Минимальная сборка для людей, у которых есть примерно 3200 серы. 3200 серы. Минимальная сборка стоит примерно 3200 серы. Значит, смотрим. Это фидер. Это фидер. Фортуна фидер. Здесь цены не смотрим, потому что здесь дороже. Да, Волхов и другие локации, там, на которых оно будет, где-то 3200 стоит сборка. Фортуна фидер. 470 монет она стоит. Значит, вы видите, тест 35-120 на 19 килограмм. Катушка к ней. Калибр за 2. Тут она стоит 2600. Тоже не смотрим. Короче, сборка стоит примерно 3200. Одна сборка 3200. Умножайте на 3. Это минимальные, да? Минимальные, по минимальным затратам. Где эта палка? Сейчас мы соберем. Фортуна фидер. Калибр, да? Сейчас покажу калибр. Тут может быть калибр или может быть нарго. Нарго. Сейчас мы снимем наргу с Бунисана, чтобы показать. Это как кому будет удобнее. Или внешне берите катушки. Я не думаю, что они сильно будут как-то различаться у вас. Кто-то, ну, мне кажется, ну, калибр будет быстрее изнашиваться, нарго будет меньше изнашиваться. Значит, вот примерно вот так собираем. Это сейчас я минималку покажу. Вы сделаете скриншот. Поводок, значит, я рекомендую 18 килограмм. Крючок эталон. Вот так вот выглядит минимальная сборка. Минимальная сборка без карповика. Да, 3200. 3200. Ну, не в расчет не берем. Можно шнур вот такой. Он стоит 77 монет. 77 монет. Но я рекомендую потратиться и купить вот такой. 60. Там 3 либра должно было быть. Сейчас мы посмотрим. Вот. Тут он 192, так он стоит 168 монет. Вот. Ставим вот этот шнур. И у вас на катушке, да, ну, видите, 300 метров, а тут 347 влазит. То есть бобину надо брать больше. То есть на катушке должно быть 300 метров. При такой сборке на катушке должно быть 300 метров. Можно поставить вместо калибра белугу, наргу. Видите, вот 294 метра с этим шнуром в 28 килограмм. Поводок 18. Это важно. Это важно. Вот это вот минимальная сборка, будь то белуга, нарга, будь то калибр. Калибр. Вы потратите 3200, умножите на 3, за 10 тысяч вы получаете 3 минимальные сборки, на которые вы можете ловить карпа на любой карповой локации. Просто будете дольше заниматься вываживанием, но учтите, 3000 сборка и вы ловите карпа. Вместо фортуны карп можно использовать, фортуны фидера, можно использовать фортуну карп. Самое лучшее бюджетное, сбалансированное карповое удилище в этой игре. Стоит она 1600. Точно такая же сборка. Точно такая же сборка. Литкор рекомендую покупать 36-й, покупать Solid Materials. Он самый дорогой, но изнашивается он намного дольше, чем эластики. Есть аналог эластик, да, который дешевле стоит, но он изнашивается быстрее. Потому лучше не экономить, да, и будете менять его не так часто.
36 ни на что не влияет, потому что будет у вас нагрузка по поводку 18 килограмм. Почему 18? Потому что катушки, к фрикционному тормозу катушки добавляете 4 килограмма. И это будет самый идеальный вариант. Каждому фрикциону катушки, который у вас есть, добавляете 4 килограмма на поводок, к поводку, и у вас идеальная получается нагрузка. Никаких клинов, то есть выставляете катушку на 29 фрикцион, да, 50 подмотка, как я делаю, и не паритесь, даже не двигаете вот этим, ловите от фрикциона и от метража на вашей катушке. Вот второй вариант минимальный, да, то есть если так было 3200, то так будет у вас 4600 примерно такая сборка из-за того, что палка, да. Почему я поставил сюда в Fortuna Feeder первую сборку? Потому что изначально в этой игре, запомните, покупается сначала катушка, а потом палка. Потому что рыбу ловите вы не палкой, а катушкой. Кто покупает сначала карповик, а потом катушку, вы дурачок. Сначала покупается катушка, а потом покупается палка и обновляется палка. Только так, никак иначе. Значит, или Fortuna Feeder я показал. Если у вас всего 3200, если у вас есть дополнительная 1400, то берете вот такую вот сборку. Да? Вот такую сборку. Делаете вот это вот минимальное, которое позволит вам ловить, начиная от Комаринки, Острога и заканчивая озеро Янтарным. 300 метров вам должно хватить. При правильном передвижении по берегу этого достаточно. 18 поводок даст вам увеличенное количество поклевок. Теперь я покажу вам вообще Fortuna, вот этот Fortuna Carp. Это лучшее, да? Лучшее карповое удилище в этой игре. То есть цена-качество я бы и ловил бы с ним и на топовой катушке, да. Сейчас мы покажем вам, вот как я скажу, максимальную, не максимальную, а максимально адекватную сборку. Здесь к чему вам нужно стремиться? Эта сборка будет стоить, да, где-то примерно 19 тысяч. 19 тысяч. На эту сборку вы можете ловить абсолютно везде, абсолютно комфортно. Любых карпов. Вот, то есть на карпов вам выше белуги Тагары 10-тысячной катушка не нужна. Под белугу Тагару шнур 35 килограмм, 1000-метровый. К этому времени деньги у вас будут. Чем больше размотка бобины, тем больше, дольше она изнашивается, да, тем лучше для вас. Потому не экономим. Он стоит примерно 500 с чем-то монет. 375 метров. Ни один карп на Янтарке вам ее не размотает. Сборка остается прежней. Грузок, да, тип крепления, не крепления, а тип или глухая, да, или глухой груз, или инлайн выбираете под себя. Я уверен, что это не работает. В реальной жизни я использую инлайн, потому что это более засекаемая оснастка, которая имеет высокие показатели по засекаемости. Вот сборка на 19 тысяч, да, на которой я предлагаю остановиться каждому. Да. Ничего лишнего не покупать. Поводок здесь на 31. Поводок уберем сейчас вот этот вот. Поставим туда, чтобы вы сделали себе скриншот. Вот. 60 сантиметров. В игре в этой залочено под длину. Я видел видео,
каких-то стримеров, которые ничего не понимают, что-то прочитали про поводки и таким образом типа рассказали. Значит, мы сейчас не в реальной рыбалке, про реальную рыбалку, длину поводков рассказывать не буду. Забудьте все, что вы знали, забудьте все, что здесь написано. Поводок в этой игре исключительно 60 сантиметров. В этой игре залочено, чем длиннее поводок, тем крупнее рыба будет и осторожней, да, на него клевать. На 10, 15, 20, 30, 40, 50 вы точно так же будете ловить трофей, но запомните этот крючок и длину поводка. Плетеный шнур ставим везде, везде, на любых водоемах вы покупаете литкор под глину, грузок под глину, поводок под глину. У меня здесь ил, потому что, видите, литкор я не купил под глину. И не, ну, как бы пока не изношу, покупать не буду, потому что он не прописан в игре. Это, ну, его нет. Его нет. То есть, какой поставите, такой поставите, но чтобы было все красиво, все под глину. Даже если вы в этом водоеме вы отмаркерились и там ил, все равно ставите глину. Если там водоросли, покупаете все под глину. Я надеюсь, вы меня услышали. Делаете скриншот. Сборка стоит 19 тысяч. Предыдущая я показывал с калибром будет стоить вот такая примерно 4200, да. Если заменить фортуну карп на фортуну фидер, которую я показывал, будет стоить 3200. Это для людей, которые хотят ловить карпа на медвежке, на вот этот вот 347 метров на калибр влазит, на наргу влазит 294. Такая длина намотки позволит вам ловить любую рыбу на медвежке. 140 метров рыба упирается, если до берега, от берега пойдет, да, и вы просто подождете, пока она умрет, и вытащите ее. Да? Если она пойдет по диагонали, конечно, на утинку или на бобринку, то вам придется пройтись. Но этой намотки хватит вам абсолютно на любую рыбу. Вот. Минималку показал. Вот это вот такая сборка должна быть у человека. Да? Она может быть и финальной. Да? Она может быть и финальной. Но я рекомендую именно вот такую максимальную сборку для ловли карпа. Ремонт колец 300 монет на этом удилище. Разницы между авалонами, легаси и всеми остальными палками, которые стоят по 10 и по 15 тысяч, вы не увидите. Вот эта сборка, если у вас есть 19 тысяч. Покупаете, радуете жизни, делаете скриншот. Ну, а если у вас будет очень много денег, я рекомендую просто для красоты. Ну, если вы хотите заменить, да, заменить просто палку на авалон. Сейчас мы посмотрим, сколько он тут стоит, кстати, этот авалон. Удилище, карповое. Но учтите, это исключительно, если на карповую ловлю, это исключительно для красоты. Просто если вам некуда девать деньги, то вы можете взять авалон, который стоит 12 тысяч. Здесь, ну так он стоит примерно 11 тысяч. Да? Это только для красоты, если вам некуда девать деньги. Сборка выглядит аналогичным образом. Зенит, эталон Муга. Не покупаем 200 тысяч крючков, как делаю это я. Покупаем 3 Муги. Поводочный материал. Плетеный шнур под глину. Грузок под глину. Вот такой вот литкор, который дольше изнашивается, чем эластик. Вот такой вот шнур 1000 метров. И белуга тагара. Просто меняем фортуну карп за 1600 на палку за 11 серий. Изменится только визуальная ваша. Плюс 2 карповое удилищем. Контроль, шматроль рыбы, это такое себе. Он работает, но не из-за этого. Просто чисто из-за красоты. Никаких венг вам под ловлю карпа не нужна. Не нужно. Минимальная сборка 3200. Промежуточная 4400. Максимальная 20 тысяч. Будем говорить так. Вот, еще раз скриншотите себе. К этому стремитесь. Все карпы ваши.
На этом все. Поехали, попробуем поймать пузанка.